Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я», ссылка на сайт вот. А мы сегодня с вами поговорим о том убеждении, которое есть у некоторых женщин. Нет мужчин, нет проблем. Знаете, мне было плохо с мужчинами, они не оправдали моих ожиданий, они себя как-то не так ведут, у меня с ними не получается, они меня злят, бесят, раздражают, они пытаются проявлять ко мне какие-то не такие чувства и намерения, каких бы мне хотелось, поэтому я вспоминаю детскую игру. Когда мы говорили, играли в догонялки, а потом вдруг, когда мы понимаем, что сил уже бежать нет или бежать некуда, мы делали так: чик-чик, я в домике, и прятались, и нас уже нельзя было назначить следующий отлавливающий. Короче говоря, мы чувствовали себя в безопасности, понимаете? В жизни иногда грубо шутят, говорят, слепил домик из дерьма и палок и думаешь, что ты в безопасности. Ну вот приблизительно так на самом деле выглядит это убеждение. Почему оно такое и чем оно чревато для женщин, давайте сегодня разберемся, чтобы вы понимали, если вы отказываетесь и выдворяете мужчин из своей жизни, что вы делаете именно то, чего вы хотели. А не вы говорите одно, надеетесь на другое, а получаете третье. Чаще всего в жизни именно так и бывает. Итак, давайте знакомиться. Меня зовут Алла Касаткина. Я психолог. Помогаю женщинам почти 20 лет быть счастливыми, любимыми и успешными. Если вы еще не подписаны на мой канал, самое время нажать кнопочку красную под этим видео и подписаться. Лайки и комментарии очень любит YouTube. А мне они подсказывают, что я снимаю то, что интересно и актуально для вас. И могу продолжать эту тему. Итак, давайте разбираться, почему же мы, женщины, вдруг решаем: нет мужчин, нет проблем. Чаще всего это случается тогда, когда уже есть за плечами неудачные отношения, когда есть разочарование в мужчинах, когда есть неоправданные ожидания, когда есть конфликты откровенные, в которых женщина уже побывала жертвой и не знает, как себя защитить, когда есть отсутствие знаний о том, как себя обезопасить, как выстроить отношения, чтобы чувствовать себя в них комфортно. Видите, сколько всего собирается? И тогда мы принимаем решение: нет мужчин, нет проблем. На самом деле ситуация выглядит немножко иначе. Мы всегда реагируем на ситуации, в которых мы чувствуем себя в небезопасности, когда мы чувствуем, что мы можем быть жертвой, когда мы чувствуем, что нам идет открытая угроза, мы реагируем так, как привыкли. Кто-то вступает в конфликт и начинает что-то доказывать мужчинам, кто-то пытается убегать из отношений, а кто-то пытается вычеркнуть мужчин из жизни, сыграв тактику «замри». Нет мужчин, нет проблем. Это тактика «замри». Я замираю, я ничего не делаю, я делаю вид, что их не существует. Но на самом-то деле, мои хорошие, вы никуда не денете ни свое желание быть любимой, ни свое желание иметь эти отношения, потому что для нас, женщин, отношения очень важны. Эта тактика вас, к сожалению, ведет в тупик. И что получается? Вы спрятались в домике, но внутри-то и любви хочется, и внимания, и заботы, и ласки, и поддержки, и помощи, и много чего еще хочется. Да иногда просто обнимашек хочется, иногда хочется, чтобы тебя кто-то пришел, поцеловал, кто-то тебе подставил плечо, кто-то тебе принес хотя бы чашку теплого чая или того напитка, который тебе нравится, кто-то вместе с тобой рядышком вечером посидел, почитал книжку или повтыкал в телевизор. Хочется, хочется. Это нормальное женское желание. И когда вы вычеркиваете мужчин из своей жизни, кого вы наказываете? Вы думаете, что их? Нет. Потому что когда у них есть потребность в женщинах, они идут и ищут. А вы сидите ровно и ждете, пока кто-то вас найдет и расколдует в этом вашем домике. Никто не придет расколдовывать. Время чудес уже закончилось. Мы во взрослой жизни. И что получается? Для того, чтобы не стать в следующий раз жертвой, для того, чтобы чувствовать себя комфортно с мужчинами, для того, чтобы не подпускать к себе всяких идиотов, которые будут вас травмировать, ранить, нарушать ваши границы, для того, чтобы выстроить те отношения, где вы будете чувствовать себя в безопасности, где вы будете чувствовать себя любимой, где вы будете счастливы, для этого нужно учиться. Да, у вас нет этих знаний, именно поэтому вы спрятались в этот домик, вычеркнули себя
и мужчин из своей жизни, себя из счастья, а мужчин из своей жизни, и сидите в домике, ждете, пока случится чудо. Все, сказка кончилась. В этот момент пора выйти из домика и научиться тому, чего вы не умеете. Не умеете разбираться в мужчинах? Учитесь этому. Не умеете с ними общаться и выстраивать отношения? Учитесь этому. Не умеете отстаивать свои границы? Учитесь этому. Если вы не в ладу со своими чувствами, если вы отводите мужчинам слишком большую значимость в своей жизни и теряете себя в отношениях, этому тоже нужно учиться. То есть, понимаете, всему можно научиться. Кто-то ждет, что это случится само. Все, сказка не работает. Во взрослой жизни, если у нас нет каких-то знаний, мы идем и учимся. Поэтому, мои сладкие, у вас ваше счастье в ваших ручках. И только от вашей решимости быть счастливой, иметь отношения или не иметь и быть несчастливой, все это зависит. Кстати, быть счастливой тоже нужно учиться. Потому что если вы выросли в семье, где ваша мама не была счастлива, где ее глаза не светились от счастья, когда ваш папа появлялся на пороге дома, вы не имеете такого опыта. Вы не знаете, как это создать в своей жизни. И поэтому вы ждете, что мужчина придет и принесет вам мешок, на котором будет написано «счастье», вывернет вам все это на голову и вдруг осыпет вас волшебной пылью, и вы будете счастливы. Нет, не работает. Этому надо учиться. Поэтому, мои хорошие, сколько бы вам ни было лет, я знаю, что меня смотрят женщины от 17 лет до 75. Я это знаю. Хватит профукивать собственное счастье. Давайте учиться. Учиться тому, чего вы не умеете, выходить из домика и, наконец-то, получать то, о чем вы мечтаете. Я готова научить, подсказать, что я, собственно говоря, подсказки даю всегда в своих видео, учу в своих платных программах. Я готова поделиться с вами теми знаниями и опытами, которые у меня есть. Давайте менять вашу жизнь к лучшему. Хватит сидеть в домике. Выходите из него. Сказка кончилась. Давайте во взрослой жизни устанавливать свои правила и быть счастливыми так, как вам удобно. С вами была Алла Касаткина. Кстати, если вы возражаете, с удовольствием выслушаю вашу точку зрения здесь, в комментариях. Ну и ваши лайки и ответы помогают мне и Ютубу понимать, что мы делаем для вас правильное и полезное дело. Пока-пока, мои ласточки. До встречи в следующих видео.